Итак, что ж, друзья, всем привет. В общем-то, продолжаем знакомиться с вами с новыми моделями из новой линейки RTX 5000 серии. И в прошлых видео у меня были мощная RTX 5080, если помните, что стоит сейчас примерно там 170-180 тысяч. И вот в этом видео будет уже новая 5070 Ti, что стоит порядка $800-900 плюс. Но эти 800-900, на секундочку, это заявленная стоимость, что примерно там 90 тысяч рублей. А по сути, я думаю, ну честно, будет стоить такая видеокарта 130-140 тысяч рублей в первое время. Прямой конкурент новой 5070 Ti, разумеется, можно рассматривать в данном случае это 4070 Ti обычная и при этом супер версию. И, например, супер стоит в среднем там 115, возможно, за топовую 120 тысяч. Так что если новая 5070 Ti будет стоить хотя бы там, ну, хотя бы 130-140, то это прям, ну, весьма и весьма интересное предложение вместо прошлых 4070 Ti Super. И дальше в этом видео вы поймете, почему это хорошее предложение. У меня же в руках в моем случае видяшка из серии Gaming от компании Gigabyte. Она имеет тоже 16 видеопамяти, что и 4070 Ti Super, но это самая быстрая память стандарта GDDR7. Также из интересных особенностей, я думаю, тут вряд ли чем-то вообще можно удивить, разве что размером видеокарты она реально большая и при этом тяжелая. Поэтому на всякий случай в комплекте в коробке идет кронштейн, то есть держатель. Внешний вид и качество сборки я бы оценил, ну, тут на крепкую 4. Не вижу прям чего-то, знаете, сверхвыдающегося, а с иной стороны есть люди, однозначно есть люди, что любят футуристичный дизайн и все эти геймерские элементы во внешнем виде. Но я более, знаете, консервативный человек, мне нравится простота, прямой кирпичик, без выкрутасов, но опять же это все дело вкусов. Но ладно, дальше. Качество сборки, к слову, довольно крепкое, чувствуется, что в руках не кусок пластика дешевого, а это настоящие в руках 140 тысяч. Наверное, в целом тут, ну, сложно что-то еще выделить, за исключением, ну, наверное, больших вертушек по 90 мм. Очень больших и, конечно же, размера видеокарты. В остальном, обычная видеокарта, тут даже не знаю, что еще можно добавить. Против нее, я уже сказал в начале видео, будет моя домашняя 4070 Ti Super, и вот она уже является топовой среди всех 4070 Ti Super. У нее есть всякие там экранчики для просмотра температуры, там подсветочки, комплектация супер большая. Стоит такая видяшка среди всех 4070 Ti Super больше всего, порядка 125 тысяч. Но я купил ее не за 125 тысяч, а за 95. И привезли мне ее из Китая через Yoibai. Возможно, кто-то из зрителей спросит, что это такое, и не знает, что такое Yoibai. И те, кто не в курсе, то это международная платформа по доставке товаров из Китая, и при этом они предоставляют комплекс услуг данной платформы, в которые входит подборка товаров, выкуп товара у продавца, хранение, контроль качества, логистика и постпродажное обслуживание. Уже больше 17 лет Yoibai доставляет товары из Китая с самых популярных платформ, например, скажем, с Taobao, Tmall, 1688 и так далее. И работает как с физлицами, так и с компаниями юрлицами. Я тоже заказал данную видеокарту через сайт, и что насчет цены, то такая видеокарта мне обошлась 95-96 тысяч рублей. Это значительно дешевле, чем покупать ее здесь за 125 тысяч у местных перекупщиков. Так что Yoibai привезет вам редкие видеокарты, и не только видеокарты, а еще всякие там железки. Ну и в общем-то я купил для будущих обзоров некую портативную консоль из Китая за 5000 рублей, которую не найти в продажу в местных маркетах. Кстати, оплачивать свой заказ на сайте Yoibai можно удобно прямиком российской картой, например, там Тинькофф, и доставка при этом от 3 до 30 дней по вашему адресу. Одним словом, Yoibai выкупает товары с популярных китайских маркетплейсов, а также напрямую с фабрик и заводов, что дает возможность получить низкую цену дешевле, чем в России. Если вас заинтересовало, я оставлю ссылочку в описании, и там же по ссылочке после регистрации вы получите бесплатный купон на $60. Вот это то, что касается вопроса, откуда я взял эту лимитированную, скажем так, версию 4070 Ti Super, которой уже давно нет в продаже в DNS, в маркетах и так далее. Да, это редкая видеокарта, пожалуй, одна из самых лучших среди большинства именно в белом цвете. В общем, наверное, после знакомства с этими видеокартами давайте уже закинем и протестируем парочку проектов. При этом закинем мы в мой компьютер рабочий домашний, в нем стоит мощный проц, новый Ultra 7 265K. Также в этой сборке находится топовая материнка на Z890 чипсете и поддержка PCI Express 5.0. Еще имеется 32 оперативы
негативы на частоте 7200, блок питания киловаттный на 1000 Вт, скажем так, платиновый с запасом, чтобы не плавился коннектор типа в кавычках, а то я читаю сейчас у блогеров снова очередная паника, истерика, что плавится коннектор. В общем, этого точно не произойдет, потому что нужно иметь нормальный блок питания, не дешевый, с нормальными коннекторами. Ну и в конце в этой сборочке внутри еще имеется быстрейший SSD накопитель на 2 терабайта на скорости чтения на секунду 14 тысяч мегабайт в секунду. Это прям, ну, чтобы вообще исключить статоры и любые микрофрезы на всякий случай. Короче, мощный компьютер, и тестировать мы будем в этот раз в очень интересном формате. Да, я проведу тесты в реальных условиях, без всяких там бенчмарков, синтетики в 2К и в 4К, но сделаю в этот раз очень прям меня просили зрители, точнее свидетели из клуба нативных 4К протестировать в чистой картинке без мыльных DLSS. В общем, полностью отрубить DLSS и включить все на ультра с трассировкой и, возможно, оставить только лишь генерацию кадров. Она вообще не влияет на качество визуальной картинки, но дает при этом небольшую задержку. Зато у нас без DLSS. У нас будет реально настоящее 4К без замыливания даже в режиме качества. Полностью выключаем DLSS. Так что будет интересно. В общем, давайте наконец-то начнем по традиции именно с сетевой Rainbow 6. И тут включаем все на ультра, все эффекты, но без DLSS, о чем я и рассказывал выше. Однако тут даже нету и обычной генерации кадров, потому что это сетевой шутан, тут задержка не нужна. Поэтому Frame Generation не найти вообще в сетевых песочницах, в отличие от синглплеерных. Там вообще наплевать на задержку. Так вот, друзья, в 2К в Rainbow 6 на Ultra 5070 Ti в среднем быстрее, чем моя домашняя 4070 Ti, супер примерно на 20, ну может быть там местами на 30 FPS плюс. Быстрее это в плане выдает от 300 до 340 FPS. Опять же, что такое для обычного человека 300-320 FPS? Это прикольно только под мониторы на 320 Гц, а в реальности на обычном, скажем, 144 Гц 2К мониторе это ну слишком с большим запасом. Для 2К, точнее 5070 Ti и 4070 Ti супер весьма достаточно выше крыши. Поэтому, друзья, включаем 4К на ультра, и тут в целом ну все та же примерно ситуация. На плюс 20-30 FPS быстрее 5070 Ti. Короче, примерно 170-180 FPS выдает против 140, возможно 145 на 4070 Ti супер. Температура тоже в норме у обеих или обоих видеокарт. Она в закрытом корпусе в среднем поднимается до 58, возможно 60 с копейками. И это просто смешная температура, учитывая мощность такого железа, то есть таких мощных видеокарт. Съедает при этом 5070 Ti, ну честные 300 Вт, возможно 290 в пике против 270-280 у 4070 Ti супер, и это тоже считается норма. В общем и целом это то, что касается сетевой темы, но едем далее, усложняем условия и запустим Ведьмак 3 обновленный на самых запредельных в 2К и в 4К с включенной трассировкой лучей, с генерацией кадров, но внимание, без улучшайзера апскейлера DLSS, что в народе называют еще просто мылом. В общем, у нас чистый 2К и 4К без замыливания DLSS, но с Frame Generation, и вот в таком случае в 2К 5070 Ti быстрее в среднем на 18-20 кадров. Я бы не сказал, что это прям супер успех, но разница, конечно, есть, хоть и небольшая. Это было относительно 2К. В 4К же с лучами и без DLSS у нас, значит, 5070 Ti в силах, то есть в силах удерживать стабильные 60 FPS, прям в притирочку. Но это все же, конечно, заветные 60 FPS. А вот 4070 Ti супер уже все, она местами опускается до 46-47 FPS, и про стабильные 60 кадров 4К на ультра без DLSS уже можно в принципе не мечтать. Нет, конечно, можно получить и 120 FPS на 4070 Ti супер, если просто включить DLSS, даже в режиме качества, но это будет уже, знаете, ну не совсем честно, это не чистые 4К с апскейлером, а мы, как бы напомню, решили тестировать чистых 4К без хитростей DLSS, так что оставим все условия в силе. Вот, но ладненько, едем дальше, и теперь запустим Stalker вторую часть со всеми свежими патчами, со всеми обновлениями, и тоже в 2К, в 4К с трассировкой лучей, все на экстремальных настройках, но без апскейлера DLSS, однако с включенной генерацией кадров, это мы уже обсуждали выше. Значит, у нас чистые 2К, так вот тут прям очень интересная ситуация. Я бы даже сказал, если раньше я скептически относился к увиденному в Rainbow 6 или в том же Ведьмаке
3, то уже в Stalker 2 это просто, знаете, разрыв без преувеличения. 5070 Ti внезапно, не знаю по какой причине, но на 60, да что там на 60, на 70 FPS выдает больше, чем 4070 Ti Super. Это, на секундочку, очень большая разница. Это не 10, не 15, не 20, не 30, а это целый плюс 60, плюс 70 кадров. Это считай на 70% быстрее. Я правда вообще не понимаю, в чем прикол такой разницы. Возможно в том, что в Сталкере как-то иначе оптимизирована трассировка лучей в новой RTX 5000 серии, но в настройке у нас абсолютно одинаковые. Вот честно, без хитрости, одинаковые настройки, и то же самое повторяется, если выставить 4К. Чистые 4К без DLSS, и вот в Stalker 2, на секундочку, одном из самых жирных по требованию к железе, то есть к железу, у нас 5070 Ti выдает стабильные 100 кадров плюс против 60 с копейками на 4070 Ti Super, и эти 100 FPS на 5070 Ti выдает, еще раз уточню, без DLSS. В общем, без DLSS, с чистыми 4К, без замыливания. Это, к слову, о том, что рассказывали недовольные, скажем так, блогеры, а может ли действительно новая RTX 5000 выдать стабильные 60 FPS без DLSS, без размытия? Может, и вполне даже может. Вы скажете, ну так это нечестно, ты же оставил генерацию кадров, но, друзья, простите меня, вы просили чистые 4К нативный без мыла, вот вам чистые 4К идеальный без DLSS. Да, конечно, задержка есть от генерации кадров, но она вообще не имеет значения в синглплеерных проектах. Это же не Counter-Strike, это не киберспортивный Rainbow 6, это сингл, это одиночные проекты, и тут задержка с рефлексом второй версии вообще не меняет сути. Зато у нас чистые 4К с трассировкой на ультра и плюс 100 FPS, о чем вообще можно мечтать, люди? Ну, как бы, пожалуйста, получите, какие еще вопросы. Ну, ладно, хорошо, давайте в конце поставим уже большую точку в этом тесте и закинем Киберпанк, что поддерживает 5000 серию в полном объеме, а именно имеется поддержка, работающая опция, генерация кадров X2, X3 и даже X4. Короче, тут в 2К на ультра с лучами без DLSS, но с 4-кратной генерацией кадров, доступной только, еще раз уточню на секундочку, только на RTX 5000 серии, то у нас в 2К 5070 Ti быстрее, чем 4070 Ti, в среднем на 70-80 кадров, и это даже местами я замечал плюс 100 FPS. Разница, скажем так, довольно существенная, буквально в 2 раза больше FPS, и это без DLSS, но с лучами. Если же выставить 4К нативный, чистый, без DLSS, того, что все ненавидят, то в 4070 Ti уже как бы здесь все. Она упирается в свою реальную мощность, и ей прям нужно включать DLSS, при этом, чтобы спасти ситуацию. Иначе мы получаем 45, возможно местами 50 FPS с натяжкой, и при этом у нас мы видим довольно такую, не совсем идеальную кривую фреймтайма против 80-90 на 50-70 Ti, который вообще не нужен DLSS для спасения ситуации. Вот и все, в принципе, что нужно было доказать. Что еще нужно, я не знаю. Я бы хотел, конечно, себе оставить теперь 50-70 Ti, но в мою сборочку нужна, скорее всего, в белом цвете, а это черная видеокарта, и то я бы хотел себе 50-70 Ti, если бы имел бы 4К монитор, но для 2К монитора моего более чем достаточно и 4070 Ti Super. Но если у вас 4К мониторы или же, боже упаси, выше чем 4К, какой-нибудь там, не знаю, супер ультра широкий монитор, то, конечно, 5070 Ti это первая видеокарта пока что из доступных, наверное, доступных по цене, что может в нативный 4К без DLSS и с высоким FPS. Это как бы, абсолютно объективно. Наконец-то RTX начинает избавляться от мыла DLSS и оставляет нам только лишь генерацию кадров, и мы получаем при этом идеальную картинку по четкости без мыла и высокий фреймрейт. Вот и все, что хотелось вам показать, друзья, в этом видео. Если у вас есть вопросы, пишите в комментах, почитаю, пообщаемся. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой паблик ВК, а я на этом буду уже заканчивать. Увидимся уже очень скоро, не болейте, и до встречи на канале. Всем удачи и пока-пока.